Здравствуйте. Год 2010. Чемпионат Европы. То есть командный чемпионат Европы, будет правильнее сказать. Таллин. Вот чем запомнился чемпионат, тем, что наша белорусская команда заняла первое место. И там, конечно, у Андрея Толчко тогда был супер результат. И вот давайте посмотрим не партии Андрея, но вот может потом, кстати, вернемся к его партиям. А посмотрим два фрагмента, достаточно таких интересных, из творчества других участников. Иванов Артем играл с Александром Георгием. Вот здесь вот позиция напоминает, очень сильно напоминает позицию из очень известной советской партии. Вот 27-22, и здесь была тактика за черных. Давайте вам даю пару секунд подумать. И вот давайте сначала покажу вам быстренько все-таки, как начиналась партия. Артем 37, Александр 19, вот здесь вот пошли. То есть здесь, если вот в русские шашки, то был бы вот этот удар, но в стоклетке его нету, потому что здесь надо бить большинство именно. Вот это вот идея, а в русские шашки был бы удар. Ну, вот такая вот позиция, 20-24 фиксирует, и 18-23 уходит в классическую позицию. То есть, ну, наверное, самое логичное здесь, да, других вариантов я сильно не вижу. Все-таки, наверное, в классику надо уходить. Так, вот видите, создалась такая позиция. Меняется, дабы часто очень этот ход делают, дабы чуть-чуть зафиксировать вот здесь вот положение этих шашек. И второй момент, то есть на 18-23 уже, когда будет 14-20, еще раз напасть, и вот играть эту позицию 12-18. И вот пришло, можно сказать, к известной позиции, пришла партия 27-22. Был, конечно, здесь ход 40-34. Но вот если визуально, конечно, неохота играть. Почему? Потому что вот лишается Олимпика. И позиция давайте вот посмотрим. То есть позиция, наверное, все-таки похуже у белых за счет того, что вот эта шашка стопорится, вот эта вот шашка, поэтому вот Артем посчитал здесь, наверное, вот эту комбинацию 12, 13, 18. Ну вот, я вам еще раз напомню, что аналог, наверное, видите вы аналог есть именно в партии советского периода, еще в чемпионате Советского Союза 14-20, она во многих даже изданиях, вот, учебниках есть. Получается, видите, угроза здесь 48-42. И сейчас идея такая же, грозит сюда. И момент, если здесь тоже отдать на 17, надо бить на 3, 30-25. Но здесь тоже, наверное, позиция будет ничейной, потому что здесь 3 лишних шашки получается. А так на 17, вот надо бить на 24, и вот таким образом закончилась партия в ничью. Так, давайте дальше посмотрим. Здесь еще пару ходов продолжалась партия. Красивая комбинация, конечно, но она не привела к цели. Так. И вот Гитиус Петрила с кейсом Тайсоном. Тоже достаточно интересная такая партия. Давайте я, может, тоже за черных переверну. С кейсу удалось все-таки подхватить позицию Гитиуса. Эгис
называли Эгис. Сейчас вот интересно, он играет, не играет, но вот если будет где-то кто-то мне может в комментариях чуть-чуть напомнить. Потому что не видел я его, к сожалению. Вот играли мы клубный чемпионат, ой, не клубный, а чемпионат Европы. Это в 2017 году, то есть вот не видел его, не проходил на чемпионат Европы. Вот интересно, чем он сейчас тоже занимается. Я еще даже, кстати, помню сына Эгиса, то есть, ну, похоже они один к одному, можно сказать. Как две капли, или как у нас говорят, как две капли воды. Он уже играл тоже в шашки, но вот я что-то тоже в последнее время тоже его не вижу, чтобы он играл в соревнованиях. Потому что приезжали они на Минский международный турнир, тогда большая делегация, вот именно из Литвы, юниорская делегация из Литвы. Но вот в последнее время я тоже не встречаю уже фамилий в турнирах, поэтому интересно было бы узнать, как что. Ну вот смотрите, Эгис, то есть 29-23, бой на 24. Ну вот я не знаю, конечно, почему на 23 он не побил. Ну, наверное, что-то испугался, то, что будут окружать шашку. И второй момент, я вот всегда люблю обращать внимание, может кому-то я надоел, но чисто такие стратегические вопросы, то есть либо это командный турнир, либо это швейцарки, то есть был командный турнир и, может, где-то побоялся рисковать, ему показалось, что вот на 24 надежнее. Видите, 27, 2-7. Интересный такой ход, конечно. Вот лишается, вроде бы вот лишается вот этой вот колонки, но игра, кстати, от этого проще не становится. Вот именно вот этот ход, я считаю, обостряет игру. Потому что если вот, допустим, куда-то на 8-12 ходить, то есть вот эти размены, там ну, игры, я считаю, что сильно нету. Хотя, ну, наверное, может, позиция не такая простая, но все-таки разменов было бы много, и я думаю, это бы не устраивало именно Кейса Тайсона. А вот 2-7, интересная такая игра началась, 7-12. И вот завязалась игра 38, видите, позиция очень непростая. То есть 12-18 уже на 28 не пойдешь, здесь то есть не пойдешь. Вот шашки так просто не выдвинешь. 49, то есть, ну, наиболее аналогичный ход. 11-17 уже как-то атаковать грозит, то есть, ну, в конце концов и атакует. 6, то есть переводит шашку закономерно, чтобы не атаковал дальше. И, ну, понятно, что не будешь двигаться здесь, потому что будет вот эта вот атака, либо там размен очень хороший будет, то есть атаковать на этом фланге. Поэтому 33 уже вынуждена. 39, ну, вроде бы так позиция, надо, конечно, позицию считать, и позиция вроде бы сильных опасений не возникает, то есть не вызывает сильных опасений за белых. Но вот на 23 уже есть какие-то проблемы. Вот именно вот этот вот ход, конечно, хороший, и надо было его издали видеть. И вот здесь, когда я смотрю на эту позицию, да, он очевидный, наверное, ход, все-таки 18-23. И как-то вот, меняется сразу оценка позиции, потому что вот вроде бы так компактно достаточно белые стоят, хотя бы не без проблем здесь. Понятно, что шашка лишняя, 35-я, вот здесь куда-то на другое место ее переместить. Здесь как-то чуть неуклюже, можно сказать, стоит, но вот этот вот ход меняет, я считаю, что оценку полностью позиции. И здесь уже начинается такая фиксация, можно сказать, шашек. То есть, если ходить куда-то на 28, то получается вот шашка здесь лишняя. И это очень важный момент, кстати. Почему нету 28, а значит, как это объяснить мне? Иначе уже всегда будет вот этот ход, и это большая проблема. 22-27, здесь в зоне связки достаточно много шашек идет. Так, 9 и 43-4. Так, давайте дальше смотреть.
сюда. Партия, хочу сказать, что вот она, то есть требует аналитики, понятно. И вот кому интересно, конечно, посмотрите эту позицию, то есть походите тут различными вариантами, чтобы понять позицию, вот как играется именно. Идет хорошая очень партия для игры на слабость. Вот видите, 35-я шашка чуть-чуть зависла, здесь как-то не очень удачно все. 10, но вот здесь нигде не поменяйся. Единственное, что может вот действительно 32-28 был ход. Так, удар такой не проходит здесь, потому что прорываются. Вот, я имею в виду на 30. Если где-то шашка в другом месте, тут стоят на 30, вот это тут 14. И здесь, потому что там просто отдают, прорываются. Так, здесь, ну, наверное, на 31 продолжалась бы, да, игра, потому что если сюда вот нелогично, потому что здесь бы уже, может, даже и черные переходили, вот если белые, в смысле, 27 на 32, то есть выстроились бы, возможно, что белые переходили бы на вот на атакующее действие, именно, я, может, неправильно чуть выразился. То есть больше владели бы инициативой, потому что здесь вот я считаю, что лучшая позиция, наверное, да, чуть запутался, но я уже не буду тут видео переделывать. Здесь позиция, я считаю, конечно, получше у черных, они уже тут подхватывают белых, а вот здесь вот, если бы дали вот этот размен, можно было развить вот эти вот шашки, и вследствие этого, я думаю, что позиция у белых то как раз бы гораздо лучше стала. Именно что они развили бы вот эти вот все шашки, и они бы вышли. То есть этот ход только помог бы развить всю вот эту структуру. 8-12 и 14-19. Ну, вот здесь вот фиксирует он вот эти вот шашки. 47. И вот здесь очень важный ход, конечно. Очень важный ход. 12-18. Давайте я поставлю сразу два восклицательных знака. То есть идея такая. То есть на этот ход, наверное, кстати, так вот не проходит, потому что надо 4 бить. А можно просто сыграть сюда и сюда. Так нельзя. Так, на 46. Так, давайте я поставлю вопросительный знак. То есть, если 41, то 31, то есть на, вот, допустим, вот эти вот ходы, я думаю, что можно просто даже где-то может вот так вот, надо смотреть вот эти ходы. Да, почему-то, кстати, может... Да, вот эти, потом 16, 21 и так далее. Так, следующий момент. Я, наверное, что-то я упустил тут. Есть, конечно, вариант вот этот вот. Я тоже думаю, почему так вот не походить. И именно отсюда фиксировалось. Да, вот этот вариант лучше, конечно. 13. Почему-то я пропустил вот этот ход. То есть идея такая обычно есть. Для чего вот эта идея применяется? Для того, чтобы одновременно фиксировать вот здесь вот группировку, вот эту группировку и отсюда здесь, в данной позиции отсюда здесь вот прорываться. То есть, понятно, вот этот ход получит. То есть, давайте 21 совсем уберу. Вот 13-19. Это для ПДНов, я имею в виду, удалю совсем. 41-36, ну вот покуда не проходит, вот этот вот удар не проходит, потому что бьем на 35. Но идет вот 18-22. И вот окружение, практически полностью окружение. Значит, 42-37 на этот ход можно вот провести эту комбинацию. Точнее сказать, нужно провести. Давайте, можно, но он уже не прав абсолютно. То есть, да, что-то у меня как-то сегодня уже что начал не совсем так комментировать. Ну, поздно достаточно вечером комментирую, поэтому вот у меня некоторые моменты идут не совсем гладко. Но вот такая вот идея есть, то есть угроза. Надо, получается, 41-37, так, 43, давайте, может, отмечу.
для ПДНов, потому что, как я вам уже говорил, может я лишнее когда-то вот говорил, что для ПДНов отмечаю, но многие по ПДНам смотрят, поэтому я вот так вот и отмечаю ПДНы. Так, ну вот ничего не остается делать, автоматически вот эта угроза идет. Т9 и потом вот этот вот ход. То есть он не спас практически. Здесь вот этот вот выигрыш. Но идея достаточно с окружением вот хорошая такая. Здесь, конечно, тогда надо было вот, давайте еще вернусь к этой позиции, но 41-36 не нужно было, а именно 41, ну и вот эту позицию играть. Хотя позиция, конечно, нехорошая. Так, у меня просто еще, может, есть вот вариант какой-то. Давайте посмотрим вот этот вариант еще. Идея такая, почему есть этот вариант. Идея вот на этот ход. Вот это так. Что вообще какую-то угрозу здесь поставить. С другой стороны, можно вот так вот походить. То есть, если куда-то начнут вот ходить, допустим, на 39, то можно вот эти вот ходы, то есть тоже зафиксировать тоже вот эту группировку. Ну давайте посмотрим. Может, оно интересно просто будет. То есть нападать, то есть сюда пойду, наверное. Или сюда даже пойду. Да, тоже, кстати, выиграно будет. А на сюда, наверное, просто можно вот такой ход сделать, и ходов хороших не будет. Ну, вот эти вот основные идеи. То есть позиция вот эта достаточно интересная для аналитики. То есть 8-12, видите, достаточно хорошо выиграла. Считаю, что очень хорошая позиция, ее надо смотреть, может даже вот где-то, то есть именно использовать, может где-то и есть в книгах каких-то, я не говорю, но для расчета, именно вот для понимания вот этих вот позиций в тренировочном процессе. Давайте я, наверное, с вами сегодня буду прощаться, потому что репортаж как-то не совсем сегодня удачный, чуть-чуть я подустал, поздно вечером достаточно делаю, поэтому не совсем может все гладко, но как получилось. Итак, до новых встреч.